Всем доброго времени суток. Вы на канале Дача Лайф. И на повестке дня у нас вот такой вот корешочек. Вот, видите, это корень у нас уксусного дерева. Это по-другому называется сумах оленероги. Ему где-то года 3, приблизительно 2,5. То есть 2 зимы он у нас сох. Чтобы, так вы понимали, дерево очень интересное. Очень интересный у него рисунок и очень интересный цвет. Он такой оливково-зеленый, но потом будет известно, пока мы видим только кору. Он очень-очень-очень легкий. Видите, я его легко подкидываю. Вот этот огромный такой корешок. Сейчас скажу, поперечине вот 30 сантиметров. 30 на 30 такой где-то. Он имеет вес порядка 2 килограмм всего. Поэтому дерево такое мягкое, хорошо обрабатывается. Сейчас мы спилим с него все эти лишние сучки. И будем делать из него какую-то фруктовницу. Скорее всего. Сейчас спилю, потом продолжим. Ребята, вот мы немножко отсекли от него уже какие-то роги. Скажем, менее рогатый. Но есть еще очень много лишнего, потому что вот корни перепутаны. Естественно, какая чаша, у нас ничего не получится пока что. Поэтому будем вот здесь все это отсекать. Этот процесс долгий, поэтому снимать я его как бы не очень хочу. Сейчас вам покажу, чем я это делаю. А делаем мы это, как всегда, вот таким вот трехзубым диском. Потому что, в общем-то, он самый, как бы, в этом плане безопасный. Хотя я всегда говорю, что безопасных дисков нет. Всегда надо соблюдать. То есть обязательно очки и все. На руки перчатки не одеваю. Просто вот. Бьется немножко стружка, конечно, больновато. Но с перчатками хуже. Поэтому я... Кстати, на примере этой чаши вот попробуем нашим диском, который в одном из прошлых видео был продемонстрирован. Как раз у нас на повестке корень. Здесь очень много встречается всяких песка и так далее. И портить вот я трехзубым диском это все снимал. Ну, как бы попадает, иногда искры идут. Вот попробуем нашими саморезами, в общем-то, попробовать аккуратненько, что это он нам даст. Ну вот еще одно доказательство вам, что, видите, опять-таки, самодельный этот диск, вот, работает для черновой обработки, даже корней каких-то, в которых могут быть и камешки, и все. Прекрасно. Работаем дальше. Вот такая получилась заготовочка у нас. Видите, выбрали. Вот. Ну, некоторые вещи не стал убирать. Наверное, я их оставлю. Потому что все вкрапления между корнями, если убрать, то не знаю. Мне кажется, может что-то еще выберу. Все. Ну, в данный момент мы ее сейчас прикрутим на основание и будем выбирать пока что внутреннюю часть. Потом займемся чистовой обработкой. Выбирать будем трехзубым диском, как и обещал. Все делаем болгаркой.
Ну все, откручиваем. Будем обрабатывать снаружи. Наверное, уже вручную. Ну, вот и наступил мой любимый момент во всей это дело. Это покрытие. Покрывать будем маслом, как обычно, чтобы это все дело у нас красиво выглядело. У нас все выделится. Древесина для меня новая. Никогда с ней не работал раньше. Но посмотрите, какой она имеет отличный цвет. Это просто. Цвет у нее просто шикарный. Вообще, если у кого-нибудь когда-нибудь где-нибудь на даче кто-нибудь вырезать будет сумах, многие вырезают, потому что он такое растение-агрессор, и оно, в общем-то, другие растения убивает. Не знаю, как такую древесину можно выкинуть. Это просто преступление. Смотрите, это же шедевр. Древесина, природа создала шедевр, тем более в корне. Такой рисунок просто, я считаю, уникальным. Вообще. Просто. Я даже ее сильно не отполировал, ничего, потому что древесина мягкая, полировки практически не поддается. Ну, я думаю, что она и так будет сиять в нашем интерьере. Потому что такая красота просто не радовать не может. Смотрите, как появляется все. Это вообще просто уникальное дерево. Вообще, если когда-нибудь будет, я обязательно его буду заготавливать. Это дерево повалило у нас в моем городе Минске ураган. И вот ЖЭС его выпиливал, и я стащил корень. Ну, стащил еще и полешек, конечно. Из них тоже что-нибудь сделаем, потому что цвет очень шикарный. Где-нибудь будет смотреться. Поскольку мягкое, можно эпоксидкой залить. В общем-то, я думаю, что будет замечательно. Смотрите, срез как вообще. Здесь ствол был. Как раз кольца выделяются вообще. Очень красиво. Просто оливковый, зеленый. Каких тонов тут только нет. Просто шикарная древесина. Во всех отношениях. Мало того, как прочитал, эта древесина практически не растрескивается. Поэтому, в общем-то, даже если вы где-то не досушили, она не образует трещин. Можно сделать интересные изделия. Вот такая вот получилась у нас ваточка.